«Виолетта, ну как ты могла не заметить, что дверь калитки открыта? Во дворе играл Мишутка, ты находилась рядом, и при этом утверждаешь, что ничего не видела. Представь себе, дорогой, не видела. Все мое внимание занимал малыш. Хорошо? А кто тогда открыл? Я выехал на машине и закрыл ворота. Щенок играл на веранде. Калитка была заперта. В доме, кроме тебя и Мишутки, никого не оставалось. Малыш, при всем желании, не смог бы дотянуться до замка. Ты к чему это клонишь?» Перешла в наступление Виолетта, скрестив руки на груди. «Ты что, меня обвиняешь в том, что твой алабай сбежал? Лучше нужно было следить за собакой, если решил держать его в доме». Этот разговор на повышенных тонах проходил в доме Романа Скворцова. Молодой человек 35 лет от роду, был владельцем загородного дома, подаренного ему дедом за отличное окончание школы и поступление в вуз. По сути, это была генеральская дача, которую дед, генерал авиации в отставке, именовал своим штабом. Сам дом, одноэтажный, скромный, абсолютно не вписывался в каноны элитного строения. Он поражал не своим величием, а искусной резьбой, которой были украшены ставни, наличники, крыльцо, веранда и фасад. Дед был любителем вырезать по дереву и с удовольствием украшал дом, беседки, внутренние ограждения и постройки. У каждого, кто впервые видел дачу, появлялись ассоциации со сказкой. Так живописно смотрелось, как будто ажурное строение. Чтобы попасть в дом, нужно было открыть необычной красоты калитку, пройти по аллее мимо цветочных клумб, через большой густой сад с беседками и скамейками. Дед так спланировал участок, что ворота для въезда автомобилей, хозяйственные постройки располагались в стороне, за живой изгородью и не портили красивый ландшафт. Когда единственный внук, предмет его гордости и огромной любви, которую, как он считал, умело ото всех скрывал, но о которой знали все, при виде внука лицо старого генерала озаряла счастливая улыбка, а глаза сияли, как солнышки. Окончил школу с медалью и поступил в вуз, дед сделал роскошный подарок. На семейном торжестве он вручил Роману документы, из которых следовало, что отныне он становится владельцем дома. «Знаю, Ромка, что ты мечтаешь о машине, но я так рассудил. Машина – это явление временное. Поездишь годик-другой, и на новую модель начнешь заглядываться. Сам такой, потому и говорю. А дом – это дом, земля, надежная инвестиция. В общем, владей. С машиной сам разберешься, когда станешь на ноги. Ты станешь, я в тебя верю, внук». Дед хотел переехать в городскую квартиру, чтобы не мешать Роману, но тот воспротивился. «Деда, глупости не говори. С каких пор ты мне мешать стал? И вообще, где это видано, чтобы штаб оставался без своего начальника? Я при тебе адъютантом пристроюсь, если не возражаешь». С того дня Роман и дед жили вдвоем. Машиной Роман обзавелся через год. Кредит ему, как студенту, не светил, а раскручивать родителей на дорогой подарок не хотел. Поэтому в один из выходных, когда вся семья собралась на даче, он завел с отцом необычный разговор. «Пап, ты можешь занять мне денег. Не дать, а именно занять под проценты, как если бы я взял кредит в банке». Взрослые оторопело уставились на него. Наконец отец, немного придя в себя, откашлялся и хрипло спросил: «Могу я спросить, куда ты влип и на какую сумму?» Роман очень серьезно объяснил, на что ему нужны деньги, и назвал сколько. «Отец, я напишу тебе расписку, в которой укажу полученную сумму и сумму, которую обязуюсь тебе вернуть через 6 лет». Отец облегченно вздохнул. «Выброси из головы свою кредитную идею. Мы с мамой и так тебе дадим денег». «Нет, так мне не нужно. Только на моих условиях. Буду считать это стимулом к достижению своей финансовой независимости». Отец что-то пробурчал по поводу дедова воспитания, но кредит сыну под символические 5% годовых выдал и расписку положил в сейф. Так во дворе дома появился белоснежный «Лексус». Гордость деда за внука поднялась до самых облаков. Через несколько лет Роман получил диплом ветеринарного врача.
К этому времени он уже 4 года работал медбратом в ветеринарной клинике. Когда в его руках оказался диплом, Роман точно знал, где и как он начнет практиковать. С другом они арендовали небольшое помещение и открыли ветеринарный кабинет. Работали на совесть, цены не заламывали, и очень скоро у них появилась своя клиентская база. А с нею и хорошая зарплата. В отличие от друга, который жил на полную катушку, ни в чем себе не отказывая, Роман строго рассчитывал свой бюджет, львиная доля которого откладывалась на депозит. Депозит он открыл со своей первой зарплаты, еще будучи студентом, и на протяжении нескольких лет ежемесячно его пополнял, памятуя об отцовском кредите. С отцом Роман расплатился в установленный им самим срок. И как отец не отказывался брать деньги, он настоял на своем. После того, как долг перед родителем был погашен, Роман всерьез занялся разработкой бизнес-плана по открытию своей ветеринарной клиники. Его мечта осуществилась в прошлом году. А 3 месяца назад в их доме появился Добрыня, забавный щенок Алабая. Добрыню Роману, прямо домой, привез один из его клиентов, Сергей. Его собака никак не могла разродиться, потребовалась помощь ветеринарного врача. В тот день Роман подменял заболевшего коллегу, поэтому спасать Алабаиху с красивым именем Белла пришлось ему. Роман уже и забыл о своей пациентке, когда у калитки остановилась машина, и Сергей вошел во двор с лохматым медвежонком на руках. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это щенок Алабая. «Знакомьтесь, Добрыня, прошу любить и жаловать», — весело познакомил Сергей Романа с его так нежданно обретенным питомцем. Роман взял из рук Сергея увесистого щенка, который тут же облизал Роману лицо и издал забавное «гав». «Ну вот, он признал в вас своего человека», — прокомментировал бывший владелец Алабая. «Значит, будет служить верой и правдой. Деньги Сергей брать отказался наотрез». «Да вы что, какие деньги? Вы нам Беллу спасли и целый помет в придачу. Это вам подарок от чистого сердца, в знак очень большой благодарности». Дед от щенка пришел в восторг, а Алабайчик отвечал ему полной взаимностью. Роман видел, что после появления в доме Добрыни дед в свои 75 помолодел лет на 10, чему был только рад. Родители к Алабайчику отнеслись доброжелательно, а вот сестра Виолетта его не взлюбила. «Да они же растут такими огромными. Зачем он нужен? Ты подумал о Мишутке. Алабай же его может покусать». «Мой правнук сам, кого хочешь, покусает», – пошутил дед, вытаскивая изо рта Мишутки очередную игрушку. У паренька резались зубки, и он тянул в ротик все, что попадалось под ручки. Но Виолетта, младшая сестра Романа, оптимизма дедушки не разделяла и к щенку относилась, если не враждебно, то настороженно, точно. И Добрыня это чувствовал. Каждый раз, когда Виолетта с Мишуткой приезжали к ним в гости, он старался держаться поближе к деду или к Роману, как бы ища у них защиты. 2 недели назад Роман отвез деда в санаторий, и они с Добрыней остались вдвоем. Все эти дни он брал щенка с собой в клинику. 6-месячный Добрыня походил на подросшего медвежонка. Грозный с виду, характером он соответствовал своему имени. Добрый, игривый, любознательный. Дед часто говорил Роману, что из Добрыни вырастет отличный умный пес. Накануне в гости приехала сестренка с сынишкой, и Роман решил оставить Добрыню дома. Клиника есть клиника, а дома щенку свобода. Гуляй сколько хочешь. «Лучше бы я его с собой забрал», – проговорил расстроенный Роман. «Да ладно тебе драму изображать. Ну, подумаешь, собака пропала. Набегается и вернется. А нет. Так горя мало. Другую, маленькую возьмешь. У тебя благодарных клиентов много», – невозмутимо проговорила Вмалетта. Роман во все глаза смотрел на сестру. «Ты что такое говоришь? Через 2 дня возвращается дед. Ты подумала, что с ним будет, если он узнает, что ты специально выпустила щенка на улицу?» Виолетта на секунду растерялась. Ее глаза забегали, но она быстро взяла себя в руки.
«С чего это ты взял, что твоего алабая выпустила я, да еще специально?» Роману за глаза хватило этих нескольких секунд сестренкиной растерянности, чтобы убедиться в своей правоте. «Заруби себе на носу, Виолетта. Если с Добрыней что-нибудь случится, ноги твоей в моем доме не будет. Ишь ты как запел. Хозяин дома. Ты что же, из-за какого-то лохматого пса родного племянника лишишь чистого воздуха и витаминов? Речь не о Мишутке, а о тебе. Лично ты никогда, ни под каким видом, даже во двор не зайдешь. Я все сказал». Виолетта, которая никогда раньше не видела брата таким жестким, сочла за благо промолчать. Она подхватила сынишку и торопливо пошла к дому. «Вот дура!» – ругала она себя. «Дернула же меня нечистая выставить щенка за ворота. Знала же, что Ромка не поверит в историю с открытой калиткой». Роман начал поиски. Первым делом он обыскал поселок, звал щенка, но Добрыни нигде не было. Затем он перенес поиски в окрестности поселка. Но искать щенка в роще и на лугу все равно, что пытаться в стогу сена обнаружить иголку. Сумерки сгущались быстро, и Роман вернулся домой. Не говоря ни слова, он прошел в свою комнату. Но нервы были на таком взводе, что ни о каком сне не могло быть и речи. Он оделся, вывел машину и выехал с поселка. «Может быть, Добрынька решил отправиться на мои поиски», – рассуждал Роман. «Он последнее время постоянно ездил со мной в город. Вдруг повезет». От поселка в город вела только одна дорога, и Роман решил проехать по ней. Добрыня откровенно расстроился, когда Роман оставил его с этой несносной Виолеттой. Он чувствовал, что от женщины ничего хорошего ждать нельзя, и постарался спрятаться в саду. На его беду Виолетта вынесла в сад Мишутку. Малыш нравился Добрыне, ему всегда хотелось с ним поиграть. Но стоило только приблизиться к мальчику, как его мама начинала кричать и гнать Добрыню прочь. Вот и сегодня Добрыня не выдержал и тихонько подполз к детенышу человека. Малыш кинул ему мячик, который держал в ручках. Добрыня от неожиданности пропустил его, и тот укатился по траве. Он бросился за ним, схватил в зубы и принес Мишутке. Тот засмеялся и положил ручку на голову Добрыни. То увидела Виолетта. Не разбираясь, что к чему, она накричала на щенка и стала толкать его из сада в сторону калитки. Открыв ее, она вытолкала Добрыню на улицу. «Тут жди своего Романа, а еще лучше убирайся прочь», и захлопнула дверь перед носом ничего не понимающего щенка. «За что?» – недоумевал Добрыня. «Я же ведь ничего не сделал. И вообще, это дом мой, дедушки и Романа. Почему она меня выгнала?» Щенок довольно долго лежал у калитки, ожидая, что Роман скоро вернется. Хотелось кушать и пить. Он полаял, поскребся в калитку, но его не впустили. «Пойду к моему Роману. Дорогу я хорошо помню», – подумал Добрыня и решительно направился в сторону дороги. Он шел по обочине, направляясь в город, где его Роман лечил таких же зверей, как Добрыня. И они бы обязательно встретились, возвращающийся с работы Роман и маленький алабайчик, отправившийся в опасное путешествие в поисках своего друга. Но вот только день был очень жаркий, щенку хотелось пить, и лапки сильно устали. А недалеко от дороги, среди шума деревьев, слышался плеск воды. Добрыня свернул только на несколько минут, чтобы попить из маленького родничка и немного отдохнуть. Щенок так устал, что не заметил, как уснул. Проснулся, когда солнце почти спряталось за макушками деревьев. Вместе с ним проснулся голод, который щенок постарался заглушить изрядной порцией воды. Добрыня вышел на дорогу, немного постоял в раздумье, вдруг покажется машина Романа, и продолжил свой путь. Стемнело очень быстро, машин становилось все меньше и меньше, но Романа не было видно. Когда дорога совсем опустела, Добрыня почувствовал себя увереннее. Малыша еще пугали звуки клаксонов и несущиеся машины. Добрыня уже подумывал сойти с дороги и переночевать в роще, как вдруг сзади раздался рев мотора.
Щенок оглянулся. Прямо на него, на большой скорости, ехала машина. Он инстинктивно отпрянул к краю обочины, но автомобиль вильнул вслед за ним. Сомнений не оставалось. Его хотели сбить. Добрыня испугался и прижался к земле. И в этот момент раздался громкий, страшный звук клаксона. Звук, который заставил Добрыню встрепенуться, попятиться назад и свалиться в кювет. И в тот самый момент, когда он начал свое падение, мимо проехала машина. Доля секунды, и от Добрыни осталось бы только разбитое тельце. Щенку казалось, что он падал целую вечность. Несколько раз больно ударился головой, как молнией пронзила переднюю лапку. Наконец падение прекратилось, и Добрыня попытался встать, но лапка так сильно болела, что он жалобно заскулил. Он услышал, как наверху остановилась машина, и знакомый голос позвал: «Добрыня, ты где?» Не веря своему счастью, щенок залаял. Правда, его лай больше был похож на плач, но это не важно. Важно то, что его Роман здесь, рядом. Роман ехал по ночной дороге, пристально всматриваясь на обочины. Он ехал уже минут 10, когда, наконец, увидел Добрыню. Щенок медленно шел, почти ковылял по обочине дороги. «Точно малыш решил найти меня», — подумал Роман. До щенка оставалось каких-то метров 30, когда его машину обогнал соседский кабриолет. Верх был откинут, и Роман разглядел развеселую компанию подростков. Вдруг кабриолет дал резко вправо и понесся на Добрыню. Роман видел, что щенок отодвинулся на самый край, но автомобиль целенаправленно ехал на него. Он заметил, как щенок беспомощно вжался в землю, пытаясь спастись от неминуемой гибели. «Клаксон», — вспомнил Роман. Добрыня боится сигнала машин. И изо всех сил нажал на клаксон. Раздался резкий рваный рев, который заставил Добрыню подпрыгнуть. С облегчением Роман увидел, как щенок, потеряв равновесие, полетел в кювет. И в ту же секунду кабриолет проехал по тому месту, где за мгновение до этого находился Добрыня. Не останавливаясь, подпитая компания, с гиканьем понеслась дальше. Роман нашел Добрыню на дне кювета. Рана на его голове кровоточила, но хуже обстояло дело с лапкой. Щенок не мог на нее стать и не давал прикоснуться. Роман подхватил алабайчика на руки и с большим трудом взобрался на дорогу. Аккуратно уложив животное на заднее сиденье, он поехал в клинику. «Потерпи, малыш», — успокаивал Роман Добрыню. «Сейчас мы тебя полечим». У Добрыни оказалось растяжение. Роман обработал ранку на голове, зафиксировал лапку и повез маленького друга домой. Разговор с Виолеттой был коротким, но тяжелым. «Из-за тебя едва не погиб Добрыня. На моих глазах его пыталась сбить пьяная компания подростков. С ними и их родителями я разберусь. Ты же завтра утром уедешь в город и больше сюда носа не покажешь. Мишутку отец с мамой могут привозить когда угодно, на любое время. Пусть хоть живет здесь, мы с дедом будем только рады». Виолетта хотела что-то сказать, но Роман вышел из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Добрыня, спасенный, накормленный и обласканный Романом, уютно устроился на своем матрасике. «Как хорошо, что у меня есть дом и надежный друг. Я тоже буду Роме самым надежным и верным другом», — думал алабайчик, погружаясь в сладкий сон. «А как вы отнеситесь к поступку Виолетты и Романа? Как бы поступили на их месте?»